Привет, друзья, это Майор в отставке. Пару слов хочу сказать сегодня кратко о сегодняшнем захвате заложников в ростовском СИЗО. Как вы знаете, там сегодня утром несколько осужденных за теракты и причастность к ИГИЛ и взяли в заложники сотрудников, боевых сотрудников, как я понимаю, этого самого СИЗО. Но на данный момент все заложники освобождены, но это все вызывает у меня много вопросов. Например, смотрите, как стало известно, эти преступники готовили захват заложников, готовили свою акцию несколько месяцев. И они довольно-таки успешно ее подготовили, и она не была предотвращена сотрудниками, которые в итоге сами потом стали заложниками. Преступники смогли найти оружие, как мы видели, они были с ножами, а также раздобыть какие-то черные игиловские повязки и без проблем демонстрировали это все, снимая на видео и выкладывая в сеть. Так вот, что здесь у меня вызывает вопрос? За несколько месяцев оперативные сотрудники СИЗО должны были без проблем легко выявить готовящуюся акцию, предотвратить ее и в итоге пресечь действия этих преступников. Но этого сделано не было. А я напомню, что у сотрудников СИЗО, я об этом рассказывал уже в своем предыдущем видеоролике, есть возможность проводить оперативные мероприятия в этом самом СИЗО. Что, значит, входит в эти мероприятия? Это, во-первых, агентурная работа, то есть так называемая ВКР, то есть внутрикамерная разработка, когда к задержанным, арестованным или осужденным внедряется, подсаживается специальный агент, который работает на администрацию колонии, то есть даже не на администрацию, а на оперативных сотрудников. И в итоге он входит в доверие к задержанным, арестованным, осужденным и передает всю информацию о них, и в том числе о готовящихся каких-то преступлениях, бунтах и так далее, в том числе о данном захвате заложников. Во-вторых, есть возможность проводить различные технические мероприятия с использованием скрытой аппаратуры, в том числе для того, чтобы выявлять вот такие вот, значит, мероприятия, готовящиеся. Но, как мы видим, этого сделано не было. Более того, сами сотрудники, и, как я понимаю, там даже сотрудник оперативного, значит, отдела был также взят в заложники. То есть мы видим абсолютную деградацию, абсолютную тупость и непрофессионализм путинской силовой системы, которая, как я понимаю, заточена только на то, чтобы ловить безобидных и невиновных бабушек, дедушек, студентов и так далее с плакатами, которые выходят в поддержку Алексея Навального или против войны. Еще один пример – это задержание в прошлом году адвокатов Алексея Навального. Да, как мы видим, силовые органы довольно-таки хорошо отчитались о том, что они предотвратили деятельность этой якобы террористической и экстремистской организации, и адвокаты его якобы передавали письма Навального с колонии на волю, и тем самым принимали участие в этой террористической организации. Да. Но на самом деле это же, конечно же, не так. Силовики в итоге задержали и посадили ни в чем не виновных людей, которые просто выполняли свою работу. Здесь, как мы видим, они работали хорошо и наверняка проводили какие-то оперативные мероприятия, в том числе и в СИЗО, и на воле, и в итоге отчитались о том, что поймали какую-то группу ни в чем не повинных адвокатов. Но когда речь заходит о настоящих преступниках и о серьезных настоящих преступлениях, мы видим, что путинская силовая система просто не способна ни на что. За эти месяцы, что готовился этот захват заложников в ростовском СИЗО, силовики, оперативники вполне себе просто могли это все предотвратить, выявить и пресечь. К тому же, как мы знаем, участники этой террористической организации, которые сегодня захватили заложников в СИЗО, они все сидели в разных камерах, но им все равно как-то удалось скоординировать свои действия и в итоге захватить заложников. То есть взять в плен тех, кто должен их, значит, охранять и выявлять их преступные замыслы. У меня на сегодня все. Ждите новые видеоролики, подписывайтесь на этот канал, делитесь этим видео и до скорой встречи. Всем пока!